И 9 часов 7 минут уже на столичных. Дорогие друзья, мы обещали вам гостей, и они у нас в студии появились. И действительно, достаточно интересный человек у нас сегодня. Это Вадьяма, певец и композитор, исполняющий свои песни на 5 языках. Так, этот человек путешествует по миру, выступая, снимая клипы и продвигая свою музыку. Доброе утро! Доброе утро, друзья, доброе утро, Елисей, доброе утро, Бишкек. Первый раз в вашем городе, очень рад. Да, вот как ваше настроение, как добрались до нас? Ой, все отлично, у меня вообще путь был очень долгий, в принципе, могу про это рассказать. Да. Я выехал со своей родины, из Сибири, из города Омска, дальше Петропавловск поехал, который приграничный город в Казахстане. Вот, затем оттуда поездом 3 часов до Алматы. В Алматы я пробыл пару дней, и вот автобусом вчера до вас добрался. В Кыргызстане, насколько я понимаю, вы впервые, да? Абсолютно верно, да. Но у меня небольшая история на эту тему есть. Мои прабабушка с прадедушкой здесь прожили около 30 лет, в 60-е годы. Вот, поэтому для меня это тоже город не чужой. И сразу же к путешествиям расскажу вам такую... Ну, я веду сейчас, помимо того, что я занимаюсь музыкой, еще веду блог на YouTube. Так. Делаю видео про свои путешествия, рассказываю людям, как я путешествую, продвигаюсь. И, собственно, вот у меня одна такая задача есть. Это у меня записан адрес, где жили мои родные здесь. И я хочу на это место съездить, посмотреть, что там сейчас, снять про это видео. Вот такая связь поколений. Ну а также я так понимаю, что вы не только знаете, где живут ваши родные, но и наслышаны про нашу страну, про наши курортные места, да, где можно побывать именно летом. Да, безусловно, мне друзья уже рассказали о некоторых местах, приглашали. В частности, меня даже немножко удивило, что алматинцы, мои друзья в Алматы, которые появились, они сказали, что да, вот у нас, конечно, горы классные, Медео, но вот в Киргизии, там не так далеко от Бишкека, гораздо круче, вот, обязательно туда съезди. Да, действительно, в наших горах вам стоит побывать обязательно, а также на Иссык-Куле. Вот, ну и, конечно, хочется перейти именно к вашему творчеству, да, расскажите о том, вот как вы вообще пришли в музыку и начали сочинять песни, тексты? Да, ну, у меня нет музыкального образования, не знаю, это хорошо или плохо, потому что, конечно же, когда люди в детстве получают какую-то базу, да, это профессиональную, это очень здорово, это очень помогает. С другой стороны, у многих это происходит как бы насильно, родители отдают, да, и потом люди как бы вообще начинают ненавидеть музыку и никогда в взрослом возрасте не занимаются. Вот, и меня родители не мучили, не отдавали никуда, вот, я сам начал заниматься музыкой, когда мне было 13 лет, это уже более 20 лет назад. Я начал слушать группу Modern Talking, помните такую из 80-х, да? Конечно. И меня поразили их мелодии потрясающие, аранжировки, да? Голос Томаса Андерса, конечно же, вот. И меня все это настолько поразило, я слушал это на повторе бесконечно, и единственное, что я хотел, это узнать, о чем они поют. Соответственно, так я начал под вдохновением от Modern Talking заниматься и музыкой, то есть какие-то свои там песни начал придумывать сначала там русскоязычные тексты на их песни, потом уже свои собственные мелодии, и начал язык изучать. Вот. В итоге там где-то через год, наверное, я из главного двоечника школы по английскому превратился в главного отличника. Вот. Да, оказалось, что там 95% их песен ни о чем. Вот. Ну, собственно, просто такие клишированные фразы. Вот. Поп-стиля. Вот. Да, вот. Но я уже английский к тому моменту выучил. И вот я благодарен Modern Talking, Дитеру Болину, Томасу Андресу, что, в общем, все вещи, которыми я сейчас в жизни занимаюсь, мое дело жизни, это благодаря им. И сейчас вот вы на скольких языках уже исполняете свои песни? Да, в данный момент у меня на 5 языках, то есть я начинал с английского, опять же, под вдохновением от Modern Talking, у меня первые там песен 20 на английском, затем на испанском, который я сам изучал, на французском, он у меня, опять же, я благодаря этому всему поступил на ИНьЯС, у меня французский там был вторым, потом итальянский, и вот последний, как ни парадоксально, 5-й язык, это русский у меня был, то есть я довольно поздно, у меня первая песня на нем вышла там 2 или 3 года назад. Я это связываю с тем, что на родном языке все-таки немножко психология другая, и мне хотелось, чтобы мои тексты были такого уровня, ну, уровня поэзии, чтобы их было не стыдно показать, все-таки, а не какая-то там попса, допустим, галимая, да. И вот когда я к этому пришел, то я первую свою песню выпустил, и сейчас мне все больше и больше, на данный момент у меня уже там за последние 3, наверное, месяца 3 песни на русском написал, мне все больше и больше нравится, как я это делаю, как я выражаю свои мысли, и вот на свою самую новую песню я буквально недавно в Таиланде снял клип. Ну что ж, отлично, очень интересно. А также я знаю, что вы к нам пришли не с пустыми руками, а с музыкальными такими сюрпризами. Можете вот анонсировать одну из своих песен?
Да, песня, которую мы сейчас послушаем, это песня на испанском языке. Она называется «En la distancia», что переводится «на расстоянии». И я написал ее специально для дуэта с певицей из Польши, которую зовут Магдалена Мади. Привет, Магдалена. Во время пандемии, когда мы начали с ней общаться, не было возможности встретиться физически, мы решили такой онлайн-дуэт записать. Я написал песню здесь, записал свою часть вокала дома в Омске, в Сибири. Она записала свою часть вокала в Польше, в Варшаве, в студии. Там же доделали аранжировку, смикшировали песню, и вот такой вот у нас дуэт получился. Еще есть клип на YouTube, обязательно посмотрите. Ну что ж, друзья, мы совсем скоро уже вернемся, а прямо сейчас слушаем песню «En la distancia». Поехали! Да, мы продолжаем беседовать с певцом и композитором, исполняющим свои песни на 5 языках, Вадьямом. Также он путешествует по миру, выступая и снимая клипы, и продвигая свою музыку. Еще раз вам доброе утро. Доброе утро всем. И хочется поговорить именно вот о вашем тоже творчестве, побольше узнать вот музыку и текст. Все полностью сами пишете? Да, безусловно, то есть это для меня важно, это выражение моего внутреннего мира, моих переживаний, там, моих позиций по разным вопросам, поэтому да, для меня это очень важно. И тексты, и мелодии, и аранжировки большинство я сам делаю. Как приходит вдохновение? Ой, это такая штука, знаете, вот бывает вообще у меня довольно с этим. Ну, то есть я могу песню, там, у меня идея появляется, начинаю писать, потом я могу там месяцами и годами ее добивать, вот, такой как бы перфекционизм. Но лучшие песни, они практически, вот как «En la distancia» мы сейчас прослушали, потом еще прослушаем на русском языке, они бывают, что рождаются там за час, за ночь, то есть вот такое от каких-то сильных впечатлений, это вот такое чистое вдохновение, когда ловишь какую-то волну, знаете, вот, из космоса, наверное, вот. То есть даже иногда бывает ощущение, что это, собственно, и не ты, а тебе просто информацию передают. Вот, но, конечно, мне уже 36 лет будет вот в этом году, и изначально больше было песен о каких-то там любовных переживаниях, о драмах и так далее, вот. Сейчас я с возрастом стал спокойнее, и мои там вот недавние песни, они больше там, во-первых, о любви там к миру в целом, да, к музыке, к нашим вообще близким, ко всему вокруг прекрасному, вот, ну и также какие-то философские темы жизни больше. А на каких именно музыкальных инструментах вы играете? Потому что я, по-моему, видел, вы играете в основном на гитаре, в клипах появляетесь. Ну да, ну и опять же, я нигде не учился, это я гитару купил там в свое время, когда мне было 20 лет, выучил аккорды, вот, ну и, собственно, многие песни на ней написаны, и сейчас у меня практически в каждом концерте обязательно есть акустический сет, такой 5-7 песен, когда я под гитару исполняю, то есть, ну, довольно атмосферно. А еще на каких-то инструментах планируете, может быть, научиться играть? Нет, ну я также знаю там аккорды на фортепиано, тоже, в принципе, у меня дома синтезатор стоит, и я тоже иногда бывает на нем. Укулеле, вот я недавно купил маленькую гитарку такую, да, гавайскую, и там только 5 аккордов осилил, но мне это для где-то, наверное, 5 моих песен хватает, так что тоже для разнообразия на ней бренчу иногда. Так, и мы знаем, что у нас есть еще один музыкальный сюрприз. Песня уже на русском языке, правильно, из недавних. Да. Можете о ней немножечко рассказать? Да, это одна из моих любимых песен на русском языке, называется «Красиво и мила». Мне нравится в ней и нескромно, может, про свои песни говорить, но тем не менее, тут как я скажу, что мне нравится там и тексты, и мелодия, и аранжировка, которая получилась, и вокал, и мы еще сняли на нее клип тоже, такой был, даже не клип, а мини-фильм, даже с актерами из Омского театра задействованными, с репликами, вот, то есть очень классно получилась такая история, от начала до конца рассказанная, тоже можно клип посмотреть на YouTube. Песня я не сильно там люблю тусоваться как-то, вот, и вот один из моментов, когда там друг меня вытащил в клуб, и я то, что увидел там вокруг, собственно, в песне описано, вот. Ну что ж, друзья, прямо сейчас слушаем Вадьяма «Красиво и мила» в эфире Авторадио. Мы продолжаем беседовать с Вадьямом, певцом и композитором, исполняющим свои песни на 5 языках. Также Вадьяма путешествует по миру, выступая, снимая клипы и продвигая свою музыку. И пока звучала сейчас песня в эфире, к нам наша радиослушательница по имени Венера написала: «Доброе утро, Авторадио. Мы очарованы очень вашим голосом, как только услышали его. И хочется узнать, есть ли у вас хобби или интересы вне музыки?» Да, доброе утро, Венера, спасибо большое. Да, несколько, конечно же, есть интересов. Ну вот, первый, который в голову приходит, он все равно так или иначе с музыкой связан, то есть помимо написания там текстов, мелодий, буквально вот 2 года, 3 года, как у меня еще одно увлечение, связанное с этим, это, собственно, клипмейкерство, да, если модными словами говорить. Ну, то есть я
собственно, и монтирую свои клипы. Долгое время, как бы, там, первые 3 клипа я не брался за это, вот, думал, у меня не получится как-то себя, чтобы объективно оценить со стороны и так далее, вот. Но потом я начал это делать, всем очень понравилось, как у меня получается соединить вот какие-то То отдельные есть кадры. выстроить видеоряд. Да, даже бывает, что не связаны, там разные истории есть, когда вообще абсолютно там разные кадры из разных там времен, вообще ни для чего не предназначенные, в интересный клип собирались, вот. А так, собственно, люблю также слушать музыку, там, смотреть кино, гулять, особенно летом, вот, путешествовать как раз. Ну, путешествия я тоже стараюсь не просто отдыхом делать, а, собственно, с музыкой, со знакомствами совмещать. Вот, ну, вот я вегетарианец, еда, соответственно, тоже, фрукты, различные вегетарианские блюда тоже, это, можно сказать, мое хобби, мой интерес. И вот хочется как раз перейти непосредственно к путешествиям, зная, что вы путешественник, во многих странах уже побывали. В скольких странах вы уже побывали? Ну, на самом деле, пока не так много, потому что я много лет ездил в Китай, там выступал, и тоже там на радио в том числе был, выступал там от детских садов. Мое, кстати, самое масштабное было выступление в детском саду в городе Ланчжоу на 8 марта, там около 1000 человек, родителей, детей было, вот, заканчивая там барами, клубами и так далее, вот. В общем, очень интересно было. И там, соответственно, я, может быть, в сумме даже полгода за несколько лет провел. Вот. Потом также Таиланд, Германия, Австрия, Казахстан. Вот сейчас еще добавился у нас Кыргызстан. Ну и планирую дальше еще южнее поехать, посмотреть тоже красивые места. Но вот я видел, что у вас в Таиланде был именно очень теплый такой прием. Вас встретили там и на радио, и на телевидении. Можете немножечко поподробнее рассказать? Да, я вот со своей из-за пандемии я 3,5 года не путешествовал, так получилось. Но в творческом плане это очень плодотворно, кстати, на самом деле получилось. И с клипами, и, собственно, я монтировать научился, и эфиры делать в Инстаграме, в Ютубе, петь. Вот, но захотелось путешествовать, и вот это у меня сейчас уже второе путешествие там за 2 месяца. Собственно, вот 2 месяца назад я поехал через Алматы, потому что сейчас у нас сложно с логистикой, с ценами. Вот, я открыл для себя, что можно через Алматы летать. Полетел в Таиланд, и это первый раз, когда я начал не просто там Инстаграм вести, показывать, как я все делаю фотками, а я полноценно, как видеоблогер, просто все на видео записываю. И вот у меня такой был, да, интересный опыт. Получается, у меня отель, курорт в курортном городе Паттайя был. Вот, это 2 часа от столицы, от Бангкока. И я поехал просто на автобусе до Бангкока, просто абсолютно наугад, вот так же с рюкзаком, как сейчас. И 2 дня там провел, даже не спал, то есть я всю ночь там гулял, и просто по Google картам забивал телевидение, радио, и ездил все места, которые я смог объехать, я обошел, и, собственно, вот попал на радио и на телевидение. Причем на телевидение я пришел, сразу познакомился с людьми в вестибюле, там они сразу вызвали продюсера, она сказала: все, мы сейчас снимаем сюжет про вас. То есть я показал там свое промо-видео. Просто вот так сходу? Да, и вот так сходу. И сразу же они там договорились, то есть меня в следующий день пригласили, я приехал на интервью на радио. Вот, поэтому тоже такой потрясающий опыт был. Ну, там очень много интересных нюансов на эту тему, там, если такой этот тизер дать, например, что я в той одежде, в которой я 2 суток по Бангкоку бродил, которая уже вся грязная была. Собственно, я думал, что мы с ними как-то обсудим, я потом в Паттайю съезжу, там, одену костюмчик, там, все свои прибамбасы красивые, приеду, мы снимем, а ко мне навстречу сразу там команда операторов вышла, и, в общем, говорит: давай, пой. Вот, поэтому это было забавно, да, я там попросил мне показать, где уборная, чтобы себя 5 минут хоть в порядок немножко привести, вот, но вроде получилось неплохо. А вот самым запоминающимся вашим путешествием какое было? Таиланд или все-таки какая-то другая страна? Куда бы хотелось еще вернуться еще раз? До этого я бы назвал, наверное, в 2019 году, как раз перед пандемией я успел съездить в Китай, вот последний раз на данный момент, и я впервые побывал, то есть я вообще там в 11 или в 12 городах Китая был, там в разных частях абсолютно, но в тот раз я добрался до Гонконга, такого потрясающего города, просто мультикультурного, просто шикарного. Вот, я там всего 2 дня провел, правда, потом дальше в материковый Китай, так называемый, поехал. Но зато там был снят мой первый вообще клип в жизни в 2019 году. И там с местным оператором, с которым мы подружились, вот, то есть Гонконг, и потом я поехал еще в один город рядом с Гонконгом, Гуанчжоу. Вот эти 2 города просто меня поразили вообще своим видом, вот этими потрясающими, там, самыми высокими в мире небоскребами, и все это на фоне такой тропической экзотики, пальм, просто потрясающе. Конечно, виды потрясающие. Да, но сейчас вот у меня каждое новое путешествие как-то все круче и круче происходит, может быть, я более стал открытый как-то, и у меня все больше интересных встреч.
вот, поэтому вот тайская история, я еще по пути из Таиланда, вот в начале апреля я еще на Алматы побывал на радио, так что сразу у меня и Таиланд, и Казахстан открылся, вот, сейчас вот Кыргызстан, то есть я думаю, что дальше у меня даже в ближайшие пару недель мне еще более интересное предстоит. Путешествие. Да. Ну что ж, продолжая наши музыкальные сюрпризы, я знаю, что у нас есть еще одна песня на русском языке. Правда, уже немножечко не по сезону, да? Можете ее анонсировать. Да, как раз вот песня «Чудо зимы», мне кажется, такая достаточно запоминающаяся. Давайте ее послушаем, несмотря на то, что сейчас уже далеко не зима, но вот как раз-таки в Таиланде, когда мне сказали, давай, все, мы сейчас снимаем, пой свою песню какую-нибудь, я подумал, какую, это был апрель. И как раз тайский Новый год был буквально там через пару недель, поэтому я спел песню, английскую версию этой песни, Christmas Fairy Tale, которая называется, вот, и таким образом поздравил тайцев с Новым годом, вот, поэтому давайте послушаем «Чудо зимы», на нее был снят клип в Москве, так что тоже это можно посмотреть. Ну что ж, друзья, поехали! Конечно же, дорогие друзья, мы продолжаем беседовать с Вадьяма, певцом, композитором и путешественником, который путешествует по всему миру, выступая, снимая клипы и продвигая свою музыку. И хочется узнать именно о том, что вот вы изучаете много разных языков. На скольких языках вы говорите? Ну, говорить это такое растяжимое понятие, вот, то есть у меня основные, которыми я общаюсь, веду свои страницы, там, делаю субтитры, допустим, то есть у меня видео русскоязычное, делаю субтитры на YouTube, то есть, ну, русский, английский и испанский у меня в основном. Вот, ну, также французский у меня был вторым в университете, как я уже говорил, итальянский я сам учил, вот, но они на таком совсем базовом уровне общения, вот, то есть, и поскольку они часто не пригождаются именно в повседневной жизни, то они как бы проседают немножко, но, в принципе, можно это немножко восстановить и прокачать при необходимости. Ну, вот на ваш взгляд, какой из этих языков самый сложный можно назвать для вас? Самый сложный, наверное, французский я бы все-таки назвал, и в этом плане, поскольку вот я испанский, итальянский, там, португальский начинаю сейчас, сам изучаю, вот, и тут, в принципе, проблем нет, мне очень нравится, а вот французский я все-таки благодарен судьбе, что я выбрал его вторым в универе, потому что один бы я его не одолел, вот эти все правила чтения, произношения, там, когда куча букв в конце не произносится просто, вот, я бы, мне кажется, сам это не одолел. Ну что ж, достаточно интересно, а я знаю, что вы еще и преподаете. Ну да, я был много лет параллельно с музыкой переводчиком, преподавателем, вот сейчас вот года 3 назад как раз я полностью перешел на музыку, вот. Ну, на эту тему я тоже много чего могу интересного рассказать, вот. Ну, если можете коротко что-то рассказать, есть время. Да, потому что лингвистика это тоже, кстати, вот мне про интересы спрашивали, ну, языки, лингвистика и вообще всякие вот эти вот интеркультурные, так скажем, моменты, это очень интересно, и вот в частности, там и Кыргызстан, и Казахстан мне интересны как такие двуязычные страны, да, то есть это интересный очень феномен, это очень здорово. То есть я очень завидую людям, которые говорят от рождения на двух языках абсолютно одинаково, да, как бы это, блин, это очень здорово, вот. Ну что ж, да, действительно, достаточно интересно, и у нас остается вот буквально совсем немного времени, что бы вы пожелали нашим радиослушателям или тем людям, которые тоже, как вы, хотят заниматься музыкой, как-то себя самореализовывать? Ну, я хочу посоветовать, если так можно сказать, да, во-первых, в первую очередь, никого не слушать, кто что-то против говорит, вот, не сомневаться в себе, верить в себя, это то, к чему я пришел как бы довольно поздно, поэтому я всем советую времени не терять, сразу верить в себя и в свое дело, если это действительно ваша страсть, если это действительно вы понимаете, что это какой-то интерес ваш жизненный, вот, и, конечно же, начинать тоже, вот, если было бы мне сейчас 18 лет, я начал заниматься музыкой, то я бы полностью себя бы загрузил, не знаю, там, уроками по вокалу, гитаре, сценическому мастерству, то есть, если вы сейчас молоды и начинаете музыкой или чем-то другим заниматься, просто полностью себя этим загрузите, потому что у вас будет прекрасный базис, которого вот у меня не было, но я ни о чем не жалею, у каждого свой индивидуальный путь уникальный, вот, но тем не менее, то есть какие-то вещи, которые людям там даны, собственно, с детства, допустим, с музыкальной школы на автомате, для меня, то есть я доходил сам до этого годами, вот, поэтому просто не теряйте времени, полностью вот этого все погрузитесь. Вот, вообще я хотел бы пожелать всем хорошего лета, вот, хорошего настроения, побольше позитива, вот, и сейчас, слава богу, у нас все ковиды закончились, поэтому желаю всем путешествовать побольше, потому что я вот опять же о алматинских друзей своих спрашивал, были ли они, что я говорю, вот у вас тут такие прекрасные
страны поблизости, практически там в доступности, ну, очень, ну, несколько часовой, да, то есть очень близкие страны, как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Были ли вы там? Я там молодежи местной спрашивал. То есть никто нигде не был почему-то. Это удивительно, потому что посмотреть есть что, познакомиться есть с кем. То есть это в любом случае потрясающий рост. То есть я вот считаю, что когда ты в путешествии, например, месяц проводишь, то это как полгода или год дома в плане твоего личностного роста. Поэтому всем советую путешествий, новых впечатлений, приятных эмоций, любви, конечно же. Ну и главное, чтобы все были здоровы. Ну что ж, прекрасные советы, прекрасные пожелания для всех наших радиослушателей. И, конечно же, конец часа не может обойтись без очередного музыкального сюрприза. И, кстати, на одном из самых сложных языков на французском. Правильно? Да, эта песня называется «Ну». Опять же, 4 буквы написаны, 2 произносятся. Да. Это переводится «мы». И это такая счастливая песня о любви, о счастливой встрече. Абсолютно без всяких драм. Только все самое мимимишное, приятное. Вот, собственно, хорошая песня, чтобы как раз завершить наш разговор. Вот к моим пожеланиям, да, к моим пожеланиям позитива она хорошо подходит. Вот. Надеюсь, вам понравится. На нее тоже также есть клип на YouTube. Вот. Так что можете меня найти в Инстаграме Вадьямо на латинице и в YouTube Вадьямо Official. Можете просто Вадьямо вбить, там будут все песни, все клипы, все видео. Буду вам рад. Привет всему Кыргызстану, очень рад здесь находиться. Надеюсь, что я буду здесь бывать чаще. Ну что ж, друзья, я напомню, что мы весь этот час беседовали с Вадьямо, певцом, композитором, который исполняет свои песни на 5 языках, также путешествует по миру, выступая и снимая клипы и продвигая свою музыку. Спасибо вам большое, что нашли время прийти и побеседовать с нами. Спасибо вам, всем хорошего дня. Ну а мы, дорогие друзья, на этом наш утренний эфир завершаем. Но я, Елисей Кирпиченко, с вами не прощаюсь. Мы лишь движемся в час следующий. Ну и песня, конечно, от Вадьямо для всех наших радиослушателей. Спасибо, Елисей. Все здорово, да.